То есть я не буду все эти объяснять, там их, если кому-то это интересно, модель сама, ее можно получить доступ, она на вебе, я его запустил, то есть надо инсталлировать Медус и потом покрутиться и разобраться, что же к чему. Так, и сейчас несколько иллюстраций. То есть это так называемые независимые атаки. Вы помните, что один из каналов подвергается атаке, второй будет подвергаться потом, когда в следующий раз вот этот наш adversary надумает атаковать систему. Значит, вот эти кривые, тут три, которые практически совпадают, их не видно, но я их показываю здесь. Я убрал вот эту первую, а показываю только эти три, которые практически совпадают. Значит, что это такое? Значит, это если мы ничего не будем делать, то есть никакое обслуживание, и видим, что вероятность системного отказа, конечно же, она увеличивается. Там более чем на порядок она становится выше, чем вот эти режимы эксплуатации с обслуживанием. Ну, это и коню понятно, можно сказать, что это очевидно. Если мы будем делать обслуживание, конечно же, можно ожидать, что система будет себя вести более надежно. Но тем не менее, вот смотрите, что здесь получается. Значит, вот эта кривая, которая представляет ситуацию с cleansing only. Вот эта ситуация, это представляет ситуацию с patching only, а это когда мы их объединяем, используем оба, и cleansing, и patching. Опять же, то, что использование двоих делает систему более надежной, чем один, это тоже не является неожиданностью. Что немножко такое неожиданно состоит в том, что, смотрите, здесь, я перепутал, вот это patching, а вот это cleansing. Cleansing практически до 300 дней надо ждать, чтобы система, в которой мы используем только cleansing, она становится хуже, выше, если выше вероятность отказа, тогда система хуже, чем если мы будем пользоваться патчинг. То есть патчинг, она гораздо хуже, чем cleansing. То есть это, все, конечно, зависит от параметров. Здесь на этой картинке внизу я варьировал продолжительность этого cleansing. И ситуация немножко меняется. Значит, в конце концов получается, что если мы делаем этот если cleansing занимает дольше, конечно, в конце концов система с cleansing only становится хуже, чем система с patching. Вот эта картинка здесь показывает второй показатель. Вероятность успешно работать на протяжении какого-то интервала. Значит, здесь это говорит о том, вот это число, которое 0,9, да? Вероятность, то есть с вероятностью 90%, вот эта кривая, она с вероятностью 90% наша система будет работать успешно 150 дней. Вот это число, это продолжительность вот этой нашей миссии. Значит, это начинается от нуля и заканчивается 350 дней, потому что я просимулировал 350 дней. В конце вот этого интервала у нас, видите, здесь вероятность того, что система будет продолжать работать успешно, по истечению этих 350 дней является где-то, может быть, 0,87, 0,86, где-то так. И опять же, я смотрю здесь на вот эти режимы с maintenance. Значит, вот эта сплошная черта, которая вот здесь. Сплошная черта, вот это говорит cleansing, no patching. То есть, если я не буду никакого патчинга делать, значит, мы видим, что система является хуже, чем остальные два
варианта. На самом деле, тот факт, что вот это confidence intervals, я посчитал вот эти вероятность, confidence intervals, там, по-моему, 95%, и тот факт, что они расходятся, смотрите здесь, они расходятся, говорит о том, что вот это наверняка хуже. Вероятность, чтобы система работала по истечению вот этих 250, 300 и так далее, она однозначно, тут нет никакого сомнения, что она, несмотря на этот confidence interval, эта вероятность ниже, чем вероятность этих двух режимов с патчем. То есть вы видите, что вот это, если смотреть на этот показатель, то однозначно получается, что система без патчинг, она хуже, чем система с патчинг, хотя другая картинка здесь нам дает немножко другой результат. Потом, что еще я смотрел? Да, значит, вот это сейчас сравнить независимые отказы с отказами, с этими синхронизированными отказами. То есть насколько, и можно сразу же посмотреть, что если ничего не делать, это без никакой поддержки, то есть без нету клинзинга, нету патчинга, конечно, синхронизированные атаки, это синхронизированные атаки, система гораздо на порядок хуже, чем если она подвергалась этими независимыми атаками. И это очень важно, с моей точки зрения. Почему? Потому что в многих случаях, когда делается, люди строят вот эти системы с репликированием и делают какие-то утверждения, что вот эта система intrusion tolerant. Intrusion tolerant, надо в явном виде сказать, какова форма вот этих intrusion. Это является независимыми атаками, или это является синхронизированным. То есть вот эта иллюстрация показывает, насколько вот эти оценки в разных режимах они могут отличаться более чем на порядок. Это то же самое, эти два, без никакого обслуживания, но если смотреть на вероятность успешной работы по истечении какого-то периода работы, и можете сразу увидеть, что если будут пользоваться эти синхронизированные атаки, практически вероятность успешной работы очень низкий. Тут менее чем 10% вероятность того, что система будет успешно работать в течение этого интервала симуляции. Потом, вот это только без обслуживания. Если у нас обслуживание, картинка немножко меняется. И мне хотелось обратить ваше внимание на очень интересный феномен, который вот эта картинка показывает. Оказалось, что когда вот это все эти графики, они соответствуют поведению системы с синхронизированными атаками, а вот эти соответствуют поведению системы с независимыми, это синхронизированными атаками. За исключением случая, когда, если мы patching and cleansing, тогда система поведения оказывается в этом интервале. То есть это очень интересно, потому что до сих пор как-то cleansing не очень непонятно, пользоваться им или не пользоваться. Оказывается, что если мы находимся нас угрожают синхронизированными атаками, комбинирование вот этих два режима обслуживания очень полезно, потому что сразу мы в большой степени нейтрализуем этот неблагоприятный эффект синхронизированных атак, и оказывается, система ведет себя практически как будто она находилась под угрозой независимых атак. Это вот неочевидный результат. И здесь я попытался как-то обобщить эти наблюдения. Вот это, я тоже посмотрел на этот случай. Он состоит в том, что, опять же, в силу того, что если вы будете применять вот эти стандарты 62443, они там рекомендуют такую процедуру проверки
этого patching before, перед тем, как его применять по отношению к программному обеспечению, на это может уйти время. То есть я попытался вот эту модель, использовать мою модель для того, чтобы посмотреть, и там оказались очень интересные результаты. То есть, грубо говоря, если мы будем задерживать патчинг до момента, когда у нас есть диагностика, что канал был компрометирован этими атаками, то, может быть, это не удивительно, но все зависит от того, насколько аккуратно мы вот это компрометирование канала будем определять. Если у нас IDS с очень таким, должно быть хотя бы 50%, больше 50% вероятность детектирования компрометированного канала, тогда delayed patching практически неотличим от этого немедленного патчинга, то есть это тоже является таким интересным наблюдением. И так, основное, наверное, не такое серьезное. Как я говорил, тут есть вот этот, если кому-то вдруг интересно, можете мне написать. И я с удовольствием предоставлю доступ и там расскажу, как это крутить и так далее. То есть модель есть, она доступна по интернету. Вот то, что я вчера, по-моему, об этом говорил. Вот эта модель мне казалась применима к этим другим схемам репликирования. Я занимался самой простой схемой репликирования с двумя каналами. Люди строят системы репликирования, так называемые Intrusion-Tolerant Architectures, где репликирование, там, как минимум 4 или больше каналов. Там они базируются на так называемом Byzantine Agreement Protocol. И после обсуждения с коллегами, которые этими проблемами занимаются, мы пришли к такому решению, что да, было бы интересно посмотреть, как эта модель работает с этими другими системами репликации. То есть это работа на будущее. Так, и здесь я немножко оправдываюсь, что модель, наверное, все-таки предварительная, если кому-то хочется ею пользоваться для практического оценки, насколько система устойчива к cyber-attacks, то, наверное, немножко придется эту модель переделать, потому что сейчас она зависит от слишком большое количество параметров. Но с другой стороны, мне кажется, что модели этого типа, они полезны, потому что они позволяют на концептуальном уровне посмотреть на различные возможности и определить, может быть, пределы, чему верить, чему не верить и так далее. То есть я на самом деле оправдываюсь, но не очень сильно, потому что мне кажется, что тем не менее модель имеет какое-то полезное сама по себе, и даже в таком же виде, как она есть. И на этом все заканчивается. Спасибо. Будем надеяться. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос. Спасибо. Есть 3 вопроса. Да. Первое. Как будем определять, по какому каналу ходит достоверная информация? Я претендую, что я Господь, я все знаю. И этот вопрос меня вообще не интересует. Я же говорю, что я выбрал вот этот уровень абстракции, который мне знаком, и я чувствую себя комфортабельно, но этот вопрос меня вообще не волнует. Второй вопрос. Природа происхождения атак, способы организации атак. То есть как определить внешнего злоумышленника от инсайдера? То есть у них разные будут возможности. Опять же, здесь то, что я пытался сказать в самом начале, это сознательный выбор. Меня не интересует кто и как.
Есть два параметра, которые характеризуют любую атаку. Это как часто эти атаки проходят. Я в этой модели это моделирую с помощью экспоненциального распределения, но в принципе я могу любое распределение использовать. Мне кажется, что это не принципиально. И второе, вот эта детальная модель, что каждая атака приводит к снижению надежности этого канала, который пострадал, определенным образом. Это все, что меня интересует. Откуда атака приходит? Приходит от Марса, из Луны, или из другой галактики, или это человек, который сидит, и ему нечего делать. Меня этот вопрос тоже вообще не интересует. Третий вопрос. Клинсинг и патчинг. Здесь есть такой момент, как бы физический. То есть, если это устройство, то это кнопка reset, это как бы hardware клинсинг. И тогда модернизация типа патча, она будет фиксировать патчинг. То есть следующий клинсинг будет откат к предыдущему патчу. Софтвер будет не так. Софтвер будет, получается, если мы имеем clean copy, она как original. Если мы накатываем патчи, соответственно, потом следующий клинсинг откатывает его обратно до нулевого состояния. Соответственно, то, что вы говорите, это, с практической точки зрения, конечно, это безусловно. Надо об этом заботиться. Опять же, поскольку я выбрал удобный уровень абстракции, я полагаю, что если я возвращаюсь делаю клинзинг, я возвращаюсь к клинзинг, кому были все патчи, которые с последнего патча были приведены. То есть для меня клинзинг после патча, возвращение к состоянию, которое патч, и все. Да. Пожалуйста. Жан-Пьер? Thank you, sir. First of all, I apologize because I didn't understand anything. It was in Russian. I don't speak Russian at all. But it's okay. It was in English, so test was in English. So my question is, what is the difference between independent malicious and synchronized malicious demand? Okay, I tried to explain, but because it was in Russian, obviously my slides were not exactly very clear. I'll try to clarify the point. So the independent, maybe the word is not exactly the best word, but essentially the independent means that the attacker is not aware that they're dealing with a two-channel system. And they choose at random one of the channels, and they submit their malicious demand or their attack to one of the channels. The other is not affected. As a result, the channel which has been subjected to this malicious demand, if the attack is successful, will have its reliability decreased according to which demand is and so on. In contrast, the synchronized malicious demands is the attacker is perfectly aware that they are dealing with the two-channel system, and the particular implementation is done in the following way. The malicious demand is the same. It is applied to both channels. So if they succeed on both channels will have their reliability decreased according to the failure regions that are associated with the particular malicious demand. But the attack is not done exactly at the same time. There is a small delay. The first attack at random, the first channel is selected. The attack is completed, and then with the delay, I think in the model I used roughly an hour delay between the first and the second attack. This is an arbitrary decision, but the point is that the chances that both channels will be affected is significantly higher than if we have independent attacks. With the independent attacks, it is still possible that both channels will have their reliability affected, but for this to manifest itself, you need to have two different demands, one applied to this channel, the second applied to the second channel, which happen to have at least one failure regions which is in common between these two demands, malicious demands. So is it clear what the difference is? Yeah, it is. Okay. Okay. Next question is, you said on slide number 1 that
privacy and confidentiality are not primary concern. Yes. Why? For the industrial systems, because if you control a chemical plant, there is hardly anything to steal. There is no confidential information. You just you want the temperature to be kept around this level, the pressure to be kept around other level, and there is nothing to steal, no confidential information. This is how the industrial systems are. Well, if you're dealing with a bank accounts or anything which is your personal laptop where you may have your bank accounts or even your photos, which you don't want the world to see, then clearly the priorities are very different. And I said this model doesn't take into account this confidentiality aspect. This is my choice again. I pretend that I'm God and this was my decision. If somebody wants to deal with confidentiality, they probably can use something similar, but they need to take into account the confidentiality, because the confidentiality is usually the top concern. Yes, by the way, if you return to independent and synchronized attack, from point of view confidentiality, independent attack can be more unsafe, because in this case we can select slabое звено. Okay, I know this story that many say, oh, if you increase the failure, what's the vector, the attack vector, this diversity, multi-channel replication, and so on, you just increase the attack vector. I don't buy this very much, because if you deploy redundancy or diversity, this is for a purpose. You want to be able to tolerate the fact that whether one of the channels fails due to accidental or malicious attacks, there is another channel. And if the other channel is not affected, then the consequences of successfully compromising this one channel is practically negligible. But in fairness, I haven't thought this out properly, and my excuse is I stick with the industrial control systems, and confidentiality is not a concern. Okay, next question. First question, when you keep patching your design parts, does it give the reliability? Yes. So I think, again, I refer to this standard 62 IEC 62443. The recommendation is, if you want to do patching, you need to introduce new channels before you take some channels for patching, off for patching. This is quite clear. In my model, what I did is, because I have two channels, I'm not introducing a third in order to keep the system as a two-channel system. I just take one at a time. And if I take one for maintenance, at this point in time, the system continues to operate as a single-channel system. Yes, like redundancy. No redundancy, and the net effect is that instead of this probability of system failure, if I have two channels, you probably remember, I start with 10 to the minus 4 is the probability of system failure for two-channel system. Each of the channels on their own has a probability of failure on demand in the order of 10 to minus 3. So it's an order of magnitude lower. So the net effect of taking a channel for maintenance is that the system reliability goes up for this very short period of time while the channel is under maintenance. Redundancy is not like redundancy, like you're bringing in another system. I don't do it in the model. Of course you can if you want, but then this is just a bit an additional. I didn't do it in the model, although it is possible, and the standard clearly recommends it. But in my case, it is either two channels, whatever their unreliability as a system is. If it goes to one channel, then the remaining operational channel defines what the system probability of failure is. Second question, the intrusion tolerant architecture is something as intrusion tolerant system. This is the term that the colleagues used. They call it intrusion tolerant because the nature, you're probably not familiar with the Byzantine Agreement Protocol.
Byzantine Agreement Protocol is something which was invented more than 30 years ago. And it's very attractive because essentially they say the guy, so the model is that there is a malicious. The story is Byzantine because they invented the story that there is back in Byzantium many years ago, there is an army, and this army has generals which are loyal. They do what they're supposed to do, but some of them are not loyal. They're traitors. And the agreement protocol is formulated in these terms. Somehow we need to send messages between the generals in order for all loyal generals to reach the same agreement, either to attack or to retreat, irrespective of what the traitors are going to do. The traitors may lie. They may tell one of the loyal generals one thing, the other loyal general something else. So whatever they do, this is the most unrestricted model of failure behavior, this Byzantine behavior they call it. And if you think about the cyber attacks, effectively this model of traitor is perfect because the attacker may do whatever they please. And if the agreement protocol is such that they can tolerate any behavior of the attacker, so the replicas in the replication solution, the so-called intrusion tolerant solution, if the replicas can reach the same state, then some of the replicas will be just ignored. So this is what, if you're interested, I'm sure that Vyshov Sergeyevich can give you references to the early work to read. I think it's very, not just interesting to read about these stories, but they are becoming more and more interesting, especially now when we are dealing with cybersecurity, because this is the most, as I said, the most unrestricted model of behavior of an adversary. And therefore people who many years ago worked with the Byzantine Agreement Protocol, tried to make them efficient and so on, now are coming back and saying, look, we have a very nice abstraction which is perfectly suited for us to solve the cybersecurity issue. They deploy multiple replicas, they run the agreement protocols, and they say we are intrusion tolerant because whatever the adversary does, we'll tolerate it. The issue is that with these agreement protocols, there is, for them to work correctly, there is they're guaranteed to work correctly if the number of traitors is not greater than a certain number, 1/3 roughly, 1/3 of the participants in this agreement protocol. And I'm saying, look, you have 1/3, you need to satisfy 1/3 for your intrusion tolerance system, but if you are under synchronized attack, maybe this is unattainable. Maybe you very easily will lose half of the generals, and in this case, the agreement protocol is just not going to work. And the guy from Johns Hopkins, he said, yes, this is quite interesting, and let's try to look at it. The Byzantine Agreement Protocol is, you have replicas, they need to be kept consistent. The data that you keep on these different, this is the whole point of a replica, you have multiple copies of the same data. If there is an action, you would like to all the replicas to come to agreement to do the same thing. And for this reason, you run an agreement protocol. And the agreement protocol guarantees you that everybody who is loyal to the agreement protocol will come to the same decision. Whatever the decision, in this abstract formulation, it is either to attack or to retreat. You may have an agreement protocol on a byte, on the individual bits of a byte. And you run the protocol and then you say, this byte is the value that I read from this particular sensor. And I agree that this is the value which will be seen by all participants in this agreement protocol. So I think as initial information, maybe you have enough to go there, read the sources, and find out for yourself more about the agreement protocols. Еще какой вопрос? Other question? Не могли бы
одна из любимых формул. Я зубы съел на этой формуле, с удовольствием покажу. Там где вариация, да. Так, что-то... Ну, мы доверяемся. Вот. Хотелось бы, надо немножко это записывать, хотелось бы спросить, где P, F и T это разные переменные, или это некоторое новое значение? Это, вероятно, probability of failure on demand для первого канала, probability of failure on demand для второго канала. А здесь ковариация используется так называемая, вот это score functions. А score functions это вот это на индивидуальном деманде. Каждая точка в этом пространстве является индивидуальным демандом. Это деманд 1, 2, 3, 5, 10 и так. На каждом деманде, у каждой версии будет эта скор-функция принимает значение либо 0, когда результат является корректным, либо 1. Вот эта дефиниция вот этих омега. Значит, вот это индивидуальные score functions для канала А. В данном случае на случайно выбранном деманде. Но случайно выбран, он случайно, потому что это выбран в соответствии с операционным профилем и так далее. В конце концов, у нас будут эти индивидуальные скорости 0, 1, 0, 1. Эту ковариацию мы можем... А показывает процент. Не процент. Это бинарный, это число. Либо 0, 0, либо 1. И у нас это бинарная функция. Представьте себе первый демант, второй, третий, четвертый, пятый. Два канала. Значит, на первом у нас либо 2 нуля, либо 0 и 1, или 1 и 0, или 1 1. То же самое на втором деманде, то же самое на третьем деманде. То есть, если мы посмотрим на этот вектор, на все деманды здесь, все деманды на втором канале, и тогда вы можете посчитать эту ковариацию. С учетом того, какова вероятность выбрать каждый из этих демандов. Некоторые имеют большую вероятность, некоторые имеют маленькую. То есть, если посчитать формулу ковариации в соответствии с учебниками, тогда вот это можно получить, начиная, для этого только нужны вот эти скоры. Что касается вывода этой формулы, какие основные положения используются для того, чтобы эту формулу получить? Из каких предпосылок это выводится? Это тривиально. Тут вероятность отказа системой. Система отказывает тогда, когда оба отказывают. То есть, когда у нас 1-1. Да. Если мы берем только случаи всех демандов, когда у нас 2 единички, канал 1 с единичкой, канал 2 с единичкой, тогда мы можем напрямую посчитать и взять вероятность этих отказов. Мы можем посчитать напрямую эту. Но если хотим эту вероятность системного отказа, если мы будем это делать через вероятность отказа в каждых каналах, тогда вот эта вероятность, это совместная вероятность, она является, это что? Для независимых это просто произведение. Но они независимы, в том-то и дело. Если бы они были независимы, было бы вот так. Да. А поскольку они независимы, общая формула имеет такую, общая формула для вот этого совместного, когда 1 и 1 у нас, общее выражение имеет вот такую форму. Просто надо вам пойти и посмотреть на эти учебники. Здесь ничего. Это случай зависимых отказов. Случай зависимых отказов. Случай зависимых отказов, да. Еще? Да. Вопрос такой, вот продолжается эта формула. Есть последний слайд. Когда вы сказали, что там 4-5 каналов. Так. Если мы эту формулу применяем к этому, но прежде всего объединим 2-3 канала, выходим на пару, то же самое. Дальше пошла раскрутка, и, по-моему, с этой точки зрения ваш подход абсолютно правильный, и глубоко плевать на всех тех, кто делает 4. Я это уже давно сделал, вы заметили, но мне было любопытно послушать, что они скажут. И парень согласился. Такой подход, наверное, имеет.
представляем там модель reliability block diagram, да, это либо изменяются вероятности отдельных компонентов, либо уходят резервные компоненты, верно? Не, просто меняется вот эта картинка. Я запустил чистый канал, вот две точки. Кто-то меня атаковал, появилась точка здесь, появилась точка здесь. Что это означает? Это все зависит от конкретного примера. Если мы идем к Stuxnet, это как раз то, что и произошло. Значит, работали каналы, контролировали скорость вращения вот этих центрифуг, потом появился этот самый, и время от времени он им дает неправильную информацию. То есть как будто программное обеспечение не работает так, как оно должно, как оно было проектировано. Почему? Потому что кто-то вставил. Ну, то есть фактически изменяется, можно говорить, вероятность безотказной работы конкретного компонента. Но она меняется в результате того, что появились вот эти новые точки отказа, которые раньше просто не было. И это все, что я делаю в модели. Но в этом плане идет же не отказ программного обеспечения, а некорректная работа. Это же разные вещи. Не, разницы нет. Отказ и оно отклоняется от спецификации, это идентично. Тут разницы нет. То есть мы можем придумывать термины, но это как раз... Ну, когда шел разговор как раз об этом Stuxnet, как у нас вот стукнет называют, немножко читая чисто латиницы, там же что получилось? Там же получилось, что в принципе оно работало, все нормально, и пока не развалилось. Но работало там чуть-чуть. Да. Оно работало там в трубке состоянии, допустимых состояний, правильно? Я читал очень внимательно вот эти, Касперские, потом вот эти семанты, у них очень досье, да, очень хорошо. Значит, оно работало не постоянно неправильно. Да, я же об этом не Время от времени. То есть оно как будто работает хорошо, а потом бум, повышается. Причем в допустимых значениях оно не было. Но тем не менее оно отклонялось. То есть если бы этого malware не было, оно работало в допустимых значениях. Не. Ну, что такое? Я уже не помню цифры. Значит, нормально она должна была крутиться, скорость 1040 или что-то такое, она идет 1067. И это уже приводило к тому, что она изнашивалась, центрифуга изнашивалась быстрее. То есть это не соответствует спецификации. Она не должна была работать с такой скоростью. Там немножко другая ситуация была. Она же должна была запускаться в какой-то момент, но она не запускалась в какой-то момент. Вот это вот. Ну, идея это понятна. Мне кажется, что не просто идея. Эта идея понятна, но на самом деле то, что там происходило, надежность работы этого программного обеспечения в результате вот этой malware, она менялась. Она уже стала менее надежной в результате этого. В целом, да. Более того, вот этот предыдущий вариант, который был раньше, он на самом деле так и делал. Время от времени. Причем он не все вот эти помпы там или что-то он включал или отключал неправильно, а только некоторые, совершенно случайным образом. То есть это говорит о том, что программное обеспечение как будто работает нормально, и время от времени оно делает что-то не так. И мне кажется, что вот на каком-то уровне абстракции моя модель как раз это и хватает, потому что игра не заканчивается. Система как будто продолжает работать, но она работает менее надежно, чем она работала раньше. Похоже, вопросы исчерпаны. Да, я так любил ребят в пятницу после обеда, я понимаю. Разрешите поблагодарить Питера за то, что в течение 2 дней мы прослушали очень интересные доклады. Нам очень приятно то, что тематика, которую мы здесь слушали, мы ее все-таки немножечко понимаем тоже, и где-то работаем на параллельных курсах, и я думаю, что у нас и совместные результаты есть и будут. В частности, например, есть вот здесь Мустафа Кафтан, наш PhD-студент, будет защищать диссертацию как раз по применению модели оценивания кибербезопасности, а точнее готовности умных зданий с учетом аспектов атак. Но там мы пытаемся использовать
деревья атак, и комбинировать деревья атак, и марковские модели. Здесь симуляция, потому может быть... Не, тут тоже марковские модели. Решение этих марковских моделей путем симуляции. Ну, то есть, но модель-то является марковской. Да. Поэтому, я думаю, это очень здорово. Тематика такая действительно горячая. Спасибо от всех, спасибо от